Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Если вы первый раз, меня зовут Галина. Я расскажу вам, как приготовить вот это розовое ассорти из овощей. И с этими прекрасными луковыми лилиями вы ими можете украсить любое блюдо. Ваши гости будут просто в восторге. Сейчас просто ахнут. Поверьте мне. Подписывайтесь на мой канал. У меня очень много интересных блюд. В следующем видео я покажу, как из обыкновенного огурца сделать изумительные лодочки. Для моего ассорти мне нужна белокочанная капуста, свекла, морковь, головка чеснока и репчатый лук. Очистила свеклу, чеснок. Сейчас подготовлю лук. Очищем лук. Ой, мама, что это значит? Не раздевай меня, не раздевай меня, не раздевай. О, Господи. Ой, не раздевай меня. Я боюсь этого лука. До того, как поставить лук в банку, я его разрежу на две части, но не просто так, а чтобы потом у меня получились цветы. Для этого я буду делать надрезы по окружности лука, вставляя нож приблизительно до середины, до центра луковицы. Для этого я ставлю вот сюда кончик ножа, и приблизительно вот на таком расстоянии я буду вставлять нож в луковицу. Помогите, режут, помогите, убивают, помогите! Помогите! Ой, боюсь, что это значит? Ай, дурдом! Значит, я буду делать зигзагообразные надрезы, так соединяя концы разрезов вот таким образом. Надеюсь, вам хорошо видно, пока я не дойду до начала, до того места, где я начала разрезать. Я дошла до конца. Сейчас я сдавлю лук с боков, и вот видите, вот он у меня разваливается на две части. И это мои будущие лепестки цветов. Вот я могу их вот так и поставить, и можно и вот тут пальцем выдавить, разделить сразу на лепестки, но моя цель сейчас, чтобы окрасились только края. Вот с этой луковицы, с этой половинки, так как здесь корень, и он держит все слои лука вместе, я его просто аккуратно вот так вот вырежу, чтобы потом можно было разделить, отделить их друг от друга. Вот. Я застелю доску салфеткой, буду резать свеклу, чтобы не испачкать все в свекле. Я нарежу ее сначала на такие пластинки. И чтобы было интереснее, я использую формочки, выемки для печенья, чтобы были не просто куски свеклы, а какой-нибудь формы. Вот, например, такую. Вот. И вот такие кусочки. Вот, буду ставить в банку. Капусту нарезаю вместе с кочерышкой, потому что кочерышка держит слои капусты, иначе она вся в банке развалится. Вот, приблизительно вот такими кусками. И ставлю в банку. Сколько капусты, сколько лука, сколько свеклы, это на ваше усмотрение, каких овощей вы больше любите. Вот. Вот так. Ставлю целые головочки, целые зубчики чеснока. Так, кладу половинки подготовленного лука. Так, еще такое замечание, обратите внимание, чтобы лук был не очень крупный, потому что вы его не засунете. И потом трудно будет вытащить. Морковку. Морковку я нарезаю вот таким
волнистым ножом. Вот, чтобы она тоже была интересной. Вот, добавляем сюда морковку. Добавляем еще пару зубчиков чеснока. Тут я еще нарезала вот такой формы цветочком свеклу. Еще одну луковицу. Вот так. И сейчас я приготовлю маринад и залью всю вот эту смесь маринадом. Так, здесь у меня в кастрюле 1 литр воды. И я добавляю 250 грамм. Это 1 стакан уксуса. Вот здесь уксус 5%. 2 столовые ложки соли без горки. 150 грамм растительного масла. Еще добавляем 150 грамм сахара. Все вместе перемешиваем. И когда смесь закипит, я залью мои овощи в банки. Вот, маринад уже кипит. Сейчас будем заливать наши овощи. Ну вот, под самое горлышко. И закроем крышкой. Вот так. Немножко маринада у меня осталось, потому что они через несколько часов овощи сядут в банки. И я опять доведу маринад до кипения и долью до крышки. Вот так выглядит эта банка сейчас, сразу после того, как я залила маринад. Вот так выглядит банка на второй день. Вот я просто отделяю. Вот сюда палец просовываю, они легко отделяются, слои друг от друга. Если вот остается, уже палец не просунешь сюда, так я использую палочку. Вот просто палочкой толкаю. Вот. И теперь я могу комбинировать вот с обыкновенным немаринованным луком. Это половинку одну я замариновала, а вторая вот осталась. Я ее специально оставила. В общем, я разделяю вот так слои друг от друга. Также можно использовать палочку, когда здесь уже палец не всунешь. И буду комбинировать маринованный розовый лук с белым. Более подробно вы можете найти информацию об этом украшении. Я назвала их луковые лилии на моем веб-сайте fooddecoration.info. Ссылку я оставлю под видео. И, пожалуйста, попробуйте сделать и делитесь своим опытом. Это будут не просто лодочки, это будет закуска, которую можно сделать очень дорогой и в то же время и бюджетной. Подписывайтесь на мой канал. Жду вас!